Несмотря на то, что я все еще предпочитаю Xperia всем остальным смартфонам на рынке, еще никогда все не было настолько плохо, как сейчас. Нихао, комрад, ты на канале Марк Викторсон. Со мной ты и на Китай посмотришь, и о смартфонах узнаешь. Прошло 3 месяца с тех пор, как я купил себе Xperia 1 Mark IV, смартфон для аборигенов. И ты, наверное, поинтересуешься, почему для аборигенов? Причем здесь вообще аборигены? А я тебе отвечу. В наше время человека, который считает, что старые технологии были лучше, чем современные, иначе никак не назвать. Только абориген предпочтет современные беспроводным наушникам допотопные проводные, даже если это Hi-Fi Man Ananda за $500. Только абориген предпочтет хранить все свои данные у себя на я имею в виду карте памяти, а не в каком-нибудь там облаке у дяди, даже если у этого аборигена на самом деле дома 50-терабайтное сетевое хранилище. А вот с точки зрения туземца, все эти поп-технологии, продукты современной культуры, какие-то ненадежные, недолговечные и даже в какой-то степени нефункциональные. Поэтому, если они не решают его, туземца, ежедневных задач, зачем ему, этому туземцу, современные технологии? Хороший вопрос. И вот для этих туземцев, к числу которых и я себя отношу, Sony и выпустили очередной смартфон в линейке Xperia 1. И это уже Mark IV. По внешнему виду здесь все в лучших традициях Sony. Классика, ничего лишнего. Xiaomi у нас примерно на миллиметра 4 выходит шире, чем Сонька. И за счет этого Xiaomi прям в руке огромным смартфоном ощущается, а Сонька гораздо более компактная. Несмотря на то, что все говорят, какой же это компакт, возьмите в руку и вы все поймете. Грани здесь более узкие, чем даже на предыдущих Xperia. За счет этого экран смотрится визуально чуть больше. К сожалению, здесь у нас больше нет выделенной кнопки, как на Xperia 1 Mark III и Pro I. Очень жаль, но клавиша спуска затвора у нас теперь ребристая, как на Pro I. Хорошо, что не лепестковая. Теперь она тугая, и это очень приятно. Значит, у нас слот для сим-карт переехал на нижнюю грань. На мой взгляд, это лучше, чем на боковой грани. Зато теперь у нас вся вот левая боковая грань пустая. Справа у нас традиционно клавиши громкости и объединенная с отпечатком пальца клавиша питания. Вот такой вот строгий дизайн. И, конечно же, не забываем про аудиовыход и микрофон на верхней грани. Тем более, что вставить в этот разъем можно не только наушники, но и микрофон. Это развязывает руки любителям поснимать видеоблоги. В интерфейсе камеры во время видеосъемки даже для этого предусмотрена отдельная иконка, прям как на Xperia Pro I. Еще в ролике с первыми впечатлениями я говорил о том, что смартфон фатально перегревается. И на тот момент это действительно было критической проблемой. На текущий момент, это конец августа 2022 года, смартфон в бытовых задачах ведет себя нормально. Вышло 4 обновления, которые неплохо таки исправили ситуацию. Да, смартфон все еще греется, но, на мой взгляд, уже вот этих вот значений, это примерно 65-70% от пиковой производительности в тротлинге, достаточно для выполнения любых задач. Даже в игрушки поиграть можно на комфортных настройках. Поэтому и камерой пользоваться можно, и всем остальным. И на всякий случай, чтобы вы меня не обвиняли, что я сижу под кондюшником, я вам сейчас продемонстрирую. Сейчас я включу камеру, пойду покажу вам, что у меня на кондюшнике всего лишь 28 градусов. То есть я, вот кондюшник, кстати, я не прикалываюсь, не прикидываюсь, и смартфон себя нормально ведет, и съемка идет нормально, и тротлинг-тест 25 минут, и вообще все нормально с перегревом на текущий момент. Пользоваться смартфоном можно. Оболочка Xperia 1 Mark IV, как и на предыдущих 3 поколениях флагманов Xperia 1, максимально голая. Напоминает, конечно, интерфейс Google Pixel за счет этих плиток, но кроме этого сходства общего мало на самом деле. Здесь, к сожалению, Sony отказались от своего мегапопулярного в прошлом софта, и кроме Xperia альбом, который нормально здесь работает, пожалуй, больше ничего вернуть не получится. Даже такие банальные вещи, как калькулятор, диктофон вам придется скачать с Play Market, потому что предустановленных аналогов нет. Также звонилка здесь представлена, гугловая звонилка, смс-ки тоже гугловые. И вместо галереи теперь Google Фото со всеми вытекающими. Это значит, что если вы живете в России, у вас не получится оплатить подписку Google One, и пользоваться некоторыми фишками этой галереи не получится. Хорошо, что можно скачать родную Xperia-евскую галерею, и даже редактор можно использовать классических Xperia-евский. Вот здесь вот фоторедактор. Но он, конечно, уже старенький и ни в какое сравнение с тем, что представляет современный софт,
не идет. В отличие от многих китайских смартфонов, Xperia не прячет от вас время автономности. Здесь спокойно вы можете посмотреть, сколько у вас потребил экран. Скриншоты здесь делаются, как на любом другом андроиде, удержанием клавиши громкости вниз и клавиши питания. Здесь можно делать сразу длинные скриншоты, что очень удобно. Прям в стоке, не нужно для этого устанавливать никакие дополнительные приложения. Зато есть запись экрана, прям в шторке. Можно выбрать, откуда писать звук, сразу с устройства, с микрофона или и оттуда, но никаких настроек качества нет. Записывается все в очень хорошем качестве, и звук с микрофонов тоже пишется хорошо, поэтому я в принципе не жалуюсь. Если вы хотите записывать экран в игрушках, есть отдельно для этого игровой усилитель, в котором больше настроек есть. В принципе, если вы хотите записать именно какое-то приложение, можно его сюда добавить и здесь с большим количеством настроек записать экран. Далее, здесь есть одна очень интересная фишка, которая называется история уведомлений. Если вы нечаянно смахнули какое-то уведомление и потом не можете вспомнить, что там было, вот здесь история уведомлений, можно ее включить и найти пропущенное уведомление. Также можно на любой абсолютно контакт, можно здесь свои настройки уведомлений задать. К сожалению, здесь до сих пор нельзя отдельно настроить звонки и уведомления по громкости. Это здесь один пункт. Зато в настройках самого аудио здесь есть Dolby Sound, 360 Reality Audio, 360. Это все вообще ухудшайзеры, ими я не рекомендую пользоваться. Я настроил в Dolby Sound динамику и, в принципе, один раз в наушниках настроил, и все звучит нормально. Больше лазить сюда не рекомендую. В настройках экрана, в параметрах качества изображения, вы можете выбрать как режим создателя, это натуральные цвета, так и стандартный режим. Мне очень нравится стандартный режим с авторежимом создателя. Здесь автоматически подключаются натуральные цвета в тех приложениях, в которых вам это нужно. Теперь можно самому добавить любое приложение в этот список, и там этот самый натуральный режим цвета будет включен автоматически. Очень здорово. Есть улучшение видео, всякая прочая фигня, баланс белого. Но вот здесь почему-то логика японцев не включилась. И вы можете либо 60 Гц, либо 120 Гц экрану задать. У вас нет ни адаптивной частоты, нет возможности задать по приложению 120 Гц. То есть либо везде 120, либо везде 60. Ну, оставляем на 120, тем более, что на автономность оно уже давно не влияет. Мне очень нравится, что есть возможность сделать очень мелкий шрифт. И, внимание, идем сюда и отключаем двойной тап для пробуждения. Если вы включаете двойной тап для пробуждения, во время звонков у вас могут быть пробуждения экрана. Поэтому отключаем эту фишку. И теперь, если вы хотите пробудить экран, лучше использовать джедайский жест. И после этого прикладывать палец к отпечатку, чтобы пробудить экран. Кастомизация интерфейса здесь минимальная. Можно разве что включить какие-нибудь часы, локскрин настроить и все. Поэтому, если вы хотите больше кастомизации, установите кастомный лончер. Вот обои живые, здесь их несколько штук. Вот и все. Дальше, здесь есть одна очень интересная фишка от Гугла, которую на многих смартфонах без Гугла из коробки вы не встретите. Идем в цифровое благополучие, и здесь есть такая штука, смотрите на дорогу. Еще здесь есть, конечно же, возможность включить жесты, многие люди не догадываются об этом. Идем в систему, прям здесь вот жесты. Навигация в системе при помощи 3 кнопок, либо при помощи жестов. 3 кнопки, это, конечно, здорово, очень удобно, классика, но, на мой взгляд, с жестами вот такая вот возможность переключать приложение оправдывает сами жесты. Далее, здесь, конечно же, есть SideSense, который, ну, в принципе, полезен, но я им, честно говоря, не пользуюсь. Если вы хотите сделать, допустим, 2 профиля WhatsApp или 2 Telegram, вы можете сделать несколько пользователей и вот здесь добавить еще одного пользователя. Ему установить это приложение, конечно, это не так удобно, как просто иметь 2 иконки, допустим, WhatsApp на рабочем столе, но, по крайней мере, здесь вы можете реализовать эту функцию немножко другим образом и получить то же самое в итоге. Еще из приятных бонусов для энтузиастов. Здесь можно завести запись звонков. К сожалению, придется потанцевать с бубном. К счастью, не нужно для этого не открывать загрузчик, не ставить root, то есть банковские приложения, все будет работать полноценно. Делается это так: скачивайте японскую прошивку и родную для вашего региона. В японской прошивке меняете файлы, отвечающие за модем, они так и называются, модем, на файлы от вашей родной прошивки. Если вы не знаете, какая у вас родная прошивка, можете просто взять прошивку от Гонконга. Она будет работать 100%, если у вас не японский аппарат. Все это делается очень просто, прошивается буквально в несколько нажатий. Если вы не понимаете, как это делать, у меня есть инструкция на 4 PDA, и она подходит к Xperia 1 Mark III. Поэтому можете
взять инструкцию от 1 Mark III и прошить по ней 1 Mark IV. Просто скачивать для этого нужно будет прошивку, соответственно, от своего аппарата. Если вам что-то не понравится, всегда можно будет вернуть все обратно через компаньон. Поэтому не бойтесь, вы не испортите свой телефон. Окирпичить Соньку на самом деле очень сложно. Из приятных бонусов на японской прошивке, очевидцы говорят, будет ярче светиться фонарик. Из неприятных моментов, возможно, у вас будут проблемы с оплатой по NFC. Но если вы житель России, скорее всего, вам уже не привыкать. Я, как истинный абориген, в игрушки не играю, но все-таки ради галочки запустил Genshin, поиграл полчасика, и мне очень понравилось. Несмотря на то, что я ностальгирую по вот этим вот традиционным экранам 16:9, все-таки широкоформатные экраны для игрушек подходят значительно лучше. Чисто в силу того, что элементы интерфейса находятся дальше от центра экрана, пальцы не перегораживают персонажа. То есть в целом вот эти широкоформатные экраны в принципе гораздо больше подходят для игрушек. Я пробовал играть на старых Xperia, но это совсем не то. Мало того, что экран тусклый и не контрастный, в общем-то я получил гораздо больше кайфа, играя на этом смартфоне, чем на Xiaomi. И, наверное, то, что задняя спинка плоская в том числе. Вот посмотрите, Xiaomi вы когда держите, у вас вот эта шайба, она реально упирается в пальцы. И это не так удобно, как если бы задняя спинка была плоской. Это реально решает, когда вы долго держите смартфон, вот эти грани вам на пальцы не попадают, они не врезаются в пальцы. То есть, конечно, у вот такого вот форм-фактора неоспоримые преимущества. И когда вы играете долго в игрушки, это начинает себя проявлять. Конечно, можно надеть чехол, но он будет ограничивать теплоотдачу, он будет ограничивать рассеивание тепла. Конечно, оригинальные чехлы все равно лучше, чем силиконовые ноунеймы, но тем не менее. По поводу набора текста, конечно, на широкоформатном экране набирать текст менее удобно, чем на традиционном. Но, тем не менее, сейчас все смартфоны вытянутые. Он чуть-чуть более узкий у Соньки, чем у тех же Xiaomi, поэтому вам придется немножко адаптироваться или, допустим, использовать тот же самый Swipe. Тактильная отдача здесь превосходная. Я бы даже, наверное, чуть-чуть убавил, потому что он слишком мощно стучит, но в любом случае набирать текст очень приятно и комфортно. Биометрия в Xperia 1 Mark IV представлена только в виде бокового дактилоскопического датчика. В то время как это очень надежное и мега удобное решение, не зря другие производители тоже стали в боковую грань лепить дактилоскоп. Конкретно у этой реализации есть один фатальный недостаток, от которого у меня реально бомбит. Он всегда считывает поверхность. То есть, если вы просто прикладываете палец к этому дактилоскопу, смартфон будет пытаться его прочесть. Вот я сейчас приложил палец, и он разблокировался. Это не всегда полезно. В частности, если вы берете смартфон в руки и просто его в руках вертите, вы неизбежно прикоснетесь к дактилоскопу, вы неизбежно заденете его, и смартфон считает прикосновение, и так как это не отпечаток вашего пальца, который вы зарегистрировали, потом при попытке разблокировать смартфон, он скажет: «А чё ты, дружок, слишком много раз пытался разблокировать меня? Давай-ка ты подождешь 30 секунд». И если вы неаккуратный пользователь, если вы задеваете эту клавишу, это ваш косяк, по мнению Sony. На мой взгляд, все нужно было сделать как раньше, на старых Xperia. Здесь нажимаешь на клавишу питания, экран пробуждается, и после этого считывает прикосновение. То есть, если вам хочется разблокировать смартфон, вы просто удерживаете палец после нажатия на клавишу питания, и происходит разблокировка. А здесь вы не можете просто пробудить экран, или вам нужно целиться, или другим пальцем, короче, его разблокировать. То есть бомбит, в общем, бомбит. Несмотря на наличие в этом смартфоне выделенного физического, а не виртуального датчика уровня освещенности и приближения, он не идеально отрабатывает гашение экрана во время звонков и во время прослушивания аудиосообщений в мессенджерах. Sony, если вы видите мой ролик, хотя я слишком маленький блогер, но тем не менее, почему у вас раньше все работало нормально? А вот сейчас бывают косяки, хотя, конечно, все работает лучше, чем на Xiaomi Mi 11 Ultra, значительно лучше. Чуть лучше, чем на Mi 12S Ultra. Видите, сейчас он реально каждый раз гаснет. Но если вы разговариваете по телефону, а не в мессенджере, бывает такое, что берешь смартфон в правую руку и кладешь большой палец, как вы бы думали, куда? На дактилоскоп, и экран пробуждается. Почему-то Sony не догадались, что нужно погасить считывание дактилоскопа в такие моменты. Также это касается и мессенджеров, если разговариваешь, допустим, по телеге, по WhatsApp долго, кладешь смартфон на правое ухо и прикасаешься к дактилоскопу, экран может пробудиться. Это косяк. Также и двойной тап для пробуждения экрана мне приходится постоянно держать выключенным, потому что во время разговоров щека прикасается к экрану и пробуждает его. Опять же, смартфон тупо уходит и начинает жить своей жизнью в какие-то другие приложения. Это, к сожалению, косяк, и я не знаю, когда Sony это починит. Одним из самых главных и значимых плюсов
плюсов новых Xperia я бы, наверное, назвал автономность, потому что здесь она превзошла все мои, даже самые смелые ожидания. Особенно после достаточно посредственных в плане автономности Xperia 1 Mark III и Pro I, на которых недавно, после самых свежих обновлений, это на август 2022 года, все-таки поправили автономность. Теперь она достигла там, 6, 7, иногда 8 часов автономности. Здесь легко можно добиться 7, 8 и даже 9 часов работы экрана от одного заряда, если особенно пользоваться Wi-Fi. Можно даже, некоторые подписчики мне скидывали скрин до 10 часов автономности, если пользоваться Wi-Fi и сидеть в смартфоне дома с невысокой яркостью. Я всегда пользуюсь автояркостью. У меня выходит в среднем 6,5-7,5 часов автономности, но только потому, что у меня постоянно в фоне работает VPN, который жрет аккумулятор. То есть, если я даже просто положу смартфон на стол с утра, вернусь вечером и посмотрю, сколько у меня осталось, у меня там половина аккумулятора просто улетит в никуда, потому что просто VPN не дает смартфону спать, и 4-5% аккумулятора в час просто вот вынь да положь. Поэтому, на мой взгляд, 6,5-7 это очень хороший результат. И AccuBattery, интересная такая особенность, намерил мне больше заводской емкости аккумулятора. Он показывает 5164 мАч. И это при том, что должно быть 5000. Sony, то есть, положили сюда больше, чем обещали. За это, конечно же, палец вверх. Набор фокусных расстояний здесь хоть и не самых универсальных, но довольно удачный. 0.7х это, конечно, не так широко, как на некоторых китайцах, 0.6, 0.5х. Зато здесь есть возможность теперь снимать в HDR на все 3 объектива. И причем с серийкой 20 кадров в секунду. Раньше 20 кадров в секунду было доступно только на основном объективе. В целом, конечно, хочется отметить этот новый интерфейс, который отмечает визуально, когда вы находитесь в нативном разрешении для определенного модуля камеры или когда вы уходите в цифровой зум. Я думаю, что все производители должны до этого додуматься, потому что теперь вы наверняка знаете, что вот это вот является родным разрешением для объектива, а все остальное это цифровое приближение с потерей качества. Конечно, хорошо, что Sony сделали вот этот оптический зум, но, на мой взгляд, он гораздо был бы более востребованным от 1х до 3,5х. В целом, смартфон фоткает очень быстро. Если он фоткает HDR, то видоискатель будет замирать. Смотрите, если HDR не отмечается, то лага затвора нет. Если HDR отмечается, то смартфон начинает немножко лагать после съемки. Но это нормально. Если вы снимаете серийку, он не лагает даже с HDR. Снимает очень быстро, лаг затвора минимальный. Минимальная дистанция фокусировки, к сожалению, достаточно высокая, и поэтому снимать какое-нибудь классное макро на этот смартфон у вас, скорее всего, не получится. В целом, по качеству фото в авторежиме Sony, на мой взгляд, уже догнали рынок, и Mark IV теперь снимает настолько хорошо, что придраться можно разве что к углам и к мыльности телеобъектива. Что я бы не сказал, что очень плохо для мобильника. Я уже наснимал много сравнений Xperia и с лидером DxOMark Honor Magic 4 Ultimate, и с Vivo X70 Pro Plus, и с Vivo X80 Pro, и выложил все эти фотки, оригиналы, прям файлами к себе в Telegram-канал. Вы можете зайти там, скачать и у себя на компьютере, либо на телефоне посмотреть. Внимание! Обязательно увеличивайте фотки до 100%. Не рассматривайте фотки вписанными в экран, потому что если вы не увеличиваете фото до 100%, 1 пиксель изображения к 1 пикселю экрана, то что вы тогда сравниваете? Даже ночью, если немного приноровиться и не снимать с бодуна, можно в авторежиме на Соньку получать хорошие кадры, даже ночью. Sony традиционно чернит тени, но при этом в целом у Sony детализация в средних тонах не уступает китайцам. И в основном за счет того, что менее агрессивных HDR, Sony вытаскивает более натуральный цвет. Кстати, слоумо на телеобъективе это очень круто. Мне удалось заснять несколько весьма любопытных сюжетов. Напомню, что на текущий момент на рынке только 2 смартфона умеют снимать слоумо в 4К на все модули камер. И второй это Axon 40 Ultra. Однако обратная сторона медали в том, что чем круче возможности инструмента, тем нужно больше фантазии. И тем руки должны быть прямее, чтобы получался шедевр. Несмотря на мыльность и далеко не самое высокое качество материала с телеобъектива, само фокусное очень удобное для съемки людей и животных крупным планом. Поэтому снимать слоумо на телеобъектив уникальная возможность. И, если честно, сравнивать его не с чем, кроме Axon 40 Ultra. И раз уж мы заговорили о видео, давайте я вам покажу, чем Sony отличается от всех остальных смартфонов на рынке. Конечно же, здесь можно снимать HDR. И самое интересное, снимать его можно не только на основной модуль, но и на дополнительный. Что с лицом Xiaomi? Причем здесь можно переключаться между модулями во время съемки. Конечно, Sony выдали.
Дальше у нас есть возможность, кроме того самого обычного HDR, который из себя представляет, сейчас я вам покажу, что это у нас на самом деле цветовое пространство HDR BT 2020. Если вы не знаете, что это такое, я вас умоляю, не снимайте в HDR, потому что вы просто испортите себе видео. Оно будет плохо в соцсетях выглядеть, будет вот такое сине-фиолетовое. Здесь есть динамический диапазон расширенный. Вот этот переключатель делает так, что смартфон склеивает 3 кадра в один. Если вы будете снимать какую-нибудь лютую динамику, видите, оно не очень плавное. Вам нужно очень аккуратно снимать с этим режимом, потому что, несмотря на то, что динамический диапазон у вас будет значительно шире, у вас будет видео, если динамика, оно будет, короче, смотреться не очень. Это хорошо подходит для пейзажей, для кинематографических таких медленных проводок, когда вы плавно ведете камеру. Именно для этих режимов вот такой расширенный динамический диапазон подходит максимально хорошо. Только имейте в виду, если вы включаете расширенный динамический диапазон и HDR и все прочие дела, смартфон будет нагреваться быстрее обычного. И это вдобавок к тому, что он захватывает изображение со всех 3 модулей, чтобы обеспечить вам возможность переключения между этими модулями. Так оно на самом деле работает. То есть смартфон захватывает изображение сразу со всех модулей камеры. Поэтому, если вы хотите записывать видео в высоком качестве как можно дольше, используйте Video Pro или Cinema Pro и пишите на отдельно взятый модуль, без возможности переключения между модулями камер. Так смартфон будет нагреваться значительно меньше. А теперь о том, почему 4К 60 недоступны в базовой камере. Многие обзорщики за это Sony ругают. На мой взгляд, несправедливо, потому что если вы целевая аудитория этого смартфона, которая уже разбирается в монтаже или хочет научиться разбираться в монтаже, вы наверняка должны понимать, что качество у видео зависит не от количества кадров в секунду, а от битрейта, то есть количество информации, записываемой в единицу времени, а не количество кадров, на которое эта информация размазывается. Я сейчас вам продемонстрирую. Вот это вот я записываю видео при 4К 30 с выдержкой 1/50, а вот эта выдержка 1/320. И вы наверняка видите, что видео стало неплавным. А сейчас я себя снимаю с выдержкой в 1/30. Посмотрите, какие шлейфы от движения рук образуются. Картинка очень плавная, даже слегка чересчур плавная. Если вы все еще не поняли, как это работает, я сейчас постараюсь на пальцах это все объяснить. Вот у нас есть 1 секунда. В течение этой 1 секунды вы можете записать 30 кадров длиной с 1/30, и тогда у вас 1/30, 1/30, 1/30, 1/30, 1/30. И у вас будет вся секунда заполнена, по сути, движением. Если вы снимаете эту 1 секунду с выдержкой в 1/60, 30 кадров, 1/60, вот 1/60, промежуток, 1/60, промежуток, 1/60, промежуток. У вас будет движение снято в половину этой секунды. Но если у вас за 1 секунду 30 кадров, каждый из которых имеет длину только 1/1000, то у вас будет вот 1/1000, огромный промежуток. 1/1000, огромный промежуток. 1/1000, и за это время объекты в кадре сдвигаются, и это выглядит дерганно и рвано. Поэтому кино снимается с ND-фильтрами с длинной выдержкой. Это придает плавность картинке, а не повышение частоты кадров. То есть по такой логике, если вы хотите снимать днем плавную картинку, то вам нужно 500 кадров в секунду. Кто же будет вам 500 кадров в секунду днем снимать? Это бред. Поэтому, собственно, Sony, понимая это и ожидая понимания этого от целевой аудитории своих смартфонов, и выделила все режимы с повышенной частотой кадров в отдельное приложение. И я не вижу в этом ничего неправильного. Вы наверняка уже знакомы с приложением Cinema Pro, потому что на Соньках оно поставляется не первый год. В нем можно снимать только широкоформатное кинематографическое видео с соотношением сторон 21:9 и только в полностью ручных настройках экспозиции. Для кого-то это может показаться странностью, но так оно на самом деле и должно быть. Зато здесь есть уникальные цветовые профили, которые правда пришли из кино и которые действительно по-киношному помогут вам передать настроение сцены. А вообще мне зашло приложение Video Pro. Я его еще на Xperia Pro I видел. Здесь есть возможность снимать с полностью автоматическими настройками экспозиции, чтобы сфокусироваться чисто на кадрировании и том, что вы хотите снять. Если вы хотите снимать замедленное видео при 120 кадрах в секунду в 4К, вам придется использовать Video Pro. На самом деле в нем есть огромное количество настроек, в которые лезть просто не нужно, если вы не знаете, на что они влияют.
Достаточно только выбрать частоту кадров, модуль, на который вы хотите снимать, щелкнуть авто и вперед. Здесь есть только один пункт меню, о которых многие спотыкаются. И я вам сейчас объясню разницу между просто 4К 120 и Slow-Mo в 4К 120. Если вы хотите получить замедленное видео, которое воспроизводится медленно в галерее, вам нужно выбрать частоту кадров проекта 30 кадров в секунду или 24 кадра в секунду и щелкнуть Slow-Mo. Тогда видео запишется в 120 кадрах в секунду и замедлится до частоты проекта. И воспроизводиться 120 кадров в секунду будет с частотой 24 кадра в секунду или 30 кадров в секунду, то есть в 4 или в 5 раз медленнее. Если вы выберете просто 120 кадров в секунду частоту проекта, видео запишется со звуком, но воспроизводиться оно тоже будет со скоростью в 120 кадров в секунду, то есть никакого слоумо в галерее вы не получите. Вам нужно будет руками это видео уже замедлить в какой-нибудь монтажке на телефоне или на компьютере. Mac Pro 24 FPS и Motion камера здесь полноценно работают, даже Google камера работает, можно подобрать мод, можно подбирать конфиги, но я с этим решил не заморачиваться, потому что если я вижу хороший кадр, я знаю, как он должен выглядеть в итоге, и мне проще сфоткать это дело в RAW и потом красивенько в Lightroom на свое усмотрение это дело покрасить и подтянуть. То же касается и RAW видео с Motion камеры и Mac Pro 24 FPS. Да, там можно получить лучшую детализацию, там можно получить чуть более четкий звук, не покореженный шумодавом, но я использовал бы Xperia для подсъемок и потом сводил бы это все дело именно по цвету со своей камерой Fuji. Или если у вас камера Sony, вам будет еще лучше, потому что Color Science именно в приложениях Video Pro и Cinema Pro очень хорош, и футаж потом с этих приложений легче сводить по цвету со взрослыми камерами, чем с Mac Pro 24 FPS и с Motion камерой. Тем более, что мороки с Motion камерой у вас будет вот столько, и я не уверен, захотите ли вы тратить столько времени на получение вот такого преимущества над камерой, когда можно просто снять на камеру и не морочиться вообще. К самым ярким плюсам этого смартфона можно отнести и его экран. К нему вообще никаких претензий. Цветопередача превосходная. Не холодит, не теплит. Конечно, приборами можно намерить какие-то отклонения, но в целом самое главное, что у него нормальная яркость. Это я вам сейчас продемонстрирую. Если вы просто включите максимальную яркость руками, смартфон выдаст вам умопомрачительные 1000 люкс. Это кое-что. Для Sony это прям восхитительные результаты. Дальше. Пульсации. На максимальной яркости смартфон очень и очень комфортно использовать. Он практически не шумит. Если вы понижаете яркость вплоть до практически 50%, уровень шума прям минимальнейший. Прям вот вообще меньше 10%. Где-то от 40% экран начинает пульсировать, но частота пульсаций на самом деле не 240 Гц. И даже несмотря на то, что циферки на Радексе догоняют до 40%, на самом деле я глазами никакого давления не ощущаю. Это именно потому, что здесь совсем другая частота шума. Не 240, как на большинстве смартфонов, а 480. Поэтому смартфон очень комфортно использовать на любых уровнях яркости, и с цветопередачей у него все в порядке, и с шумом. Еще обратите внимание, немножко краснит на камеру, но это потому, что спектральная чувствительность у матриц камер другая, чем у человеческого глаза. Поэтому камеры улавливают красноту, но глазами вы такой красноты на самом деле не увидите. И перед тем, как я вам покажу еще одну интересную фишку, давайте с вами разберемся с Music Pro. Это типа как студия в кармане, аудиостудия я имею в виду. Здесь вы можете записывать голос в несколько дорожек. Зайдем в проект, обязательно посмотрите на все эти инструкции. Рекомендуется держать телефон не ближе, чем 20 см от источника звука. Можно также, кстати, мониторить сразу. Если вы подключаете, допустим, наушники, вы можете слушать в наушниках, что вы записываете. Вот так звучит голос, записанный на Xperia 1 Mark IV с расстояния в примерно 30 см. Вы можете записать вторую дорожку сразу же и при этом будете слышать первую. Поэтому, если вы не подключите наушники, у вас будет каша. Ну вот как-то так. Мы перезаписали сейчас одно и то же. Если вы хотите записать второй голос, вам нужно будет добавить еще одну дорожку. Давайте. Звук совершенно без низких частот. Что-нибудь вот такое. В общем, если вы хотите, чтобы я снял какой-нибудь ролик именно о том, как этим всем пользоваться, допустим, спел что-нибудь и сыграл на гитаре и показал, как это все здесь работает, напишите в комментариях. Здесь можно двигать треки вот таким образом, можно их подрезать. Все это очень здорово,
но на практике, если у вас есть доступ к компьютеру, на компьютере всем этим заниматься будет гораздо удобнее. И теперь напоследок одна бонусная фишка. Идем в настройки разработчика. Здесь в самом конце есть одна очень необычная, неожиданная, я бы сказал, фишка. Принудительное включение режима рабочего стола. Я подключил смартфон к экрану и обнаружил, что оно работает. Нужно подключить Bluetooth мышку. Все это, конечно, работает плохо, но, по крайней мере, в качестве развлечения лучше, чем ничего. Что же мы имеем в итоге? А в итоге этот смартфон мало чем отличается от прошлогоднего. Фонарик здесь такой же тусклый. Звук из наушников такой же самый, как и в прошлогодней модели. Я бы, наверное, в слепом тесте даже не отличил от Xiaomi. Слот под флешку — это, конечно, очень круто, но если вы не слушаете музыку на смартфоне, то, скорее всего, вам слот под флешку не будет критичным. Я, вот честно, если в смартфоне нет слота под флешку, я просто не слушаю с него музыку, потому что у меня 2 терабайта флаков. Таких людей, как я, немного, но мы, аборигены, все еще существуем. И возникает, опять же, вопрос по поводу аудиоразъема. Из него звучание обычное, он не выдает качества. Поэтому, если вы хотите реально слушать качественную музыку, вам придется таскать с собой USB ЦАП. И аудиоразъем будет пустовать. Вот он полезен для каких-нибудь аудиоконференций, когда нужно 2-3 часа в зуме сидеть, и гарнитура вам обеспечит лучшее качество звука, и вас будет лучше слышать, чем с ТВС-ками. Это бесспорно. В игрушках аудиоразъем пригодится, потому что задержка будет ниже. Но вот эти все вещи, это такие уже незначительные, я отдаю себе в этом отчет, это такие незначительные преимущества, что большая часть людей наверняка уже давно перешла с Sonic на другие бренды, потому что вот этот бесячий дактилоскоп, потому что экран, который гаснет на солнце достаточно быстро, потому что перегревы. Вот эти все родовые болячки Sony многих людей заколебали, и меня, если честно, тоже. Но я настолько уже привык к аудиоразъему, к вот этому светодиодному индикатору, к слоту под флешку, к плоскому экрану, настолько привык к тому, что закруглений у экрана не должно быть, что я просто отказываюсь менять свои привычки. И поэтому покупаю Sony в очередной раз. И да, он не самый лучший смартфон, но он покрывает именно мои задачи. На этом у меня все. Если у вас еще есть какие-то пожелания, если вы хотите, чтобы я снял ролик именно про Music Pro, обязательно напишите об этом в комментариях. Также я не снял отдельного ролика, в котором целиком весь материал был бы снят именно на Соньку. Я немножко снял на Соньку материала в ролике про летний лагерь. Поэтому, если вам интересно, как он снимает, посмотрите. Или если хотите, чтобы я снял отдельный ролик, тоже напишите об этом в комментариях. А так, встретимся с вами в моем телеграм-канале или в следующем видео. Пока!